public square in the center of Yerevan, the capital of Armenia. And over the last week, since the trilateral agreement was signed between Armenia, Azerbaijan, and Russia, there has been many protests here and a lot of different actions somewhat against and directly against the agreement. And today we are told that there's a group of people that is doing a hunger strike and have been for several days. So we're going to try to find out as much information we can on this situation. And remember, we're trying to show you as much as we can from all the different situations here. As far as we've seen, there are many Armenians that are against the agreement and against the fact that the Prime Minister signed it, giving away most of the Republic of Artsakh. And there are some that are still on the Prime Minister's side, it seems, so it's a very difficult situation, but this is why we're here on the ground to show you what the locals have to say about it, not the narrative of the mainstream media, but we're going to continue to show you everything we can. So make sure you like this video, subscribe, and share it across all social media. And remember, I'm an independent crowdfunded journalist, and the link to my GoFundMe campaign is in the description and up on the edge of the screen. So make sure you support my independent journalism. If you're not able to directly donate, sharing is just as great as donating. So please, let's do this together. Let's show the world. Now we're going to find out all the information we can here. Здравствуйте. Можно сказать, где мы находимся сейчас? Сейчас мы находимся на площади Республики, возле здания правительства Армении, где офис премьер-министра Армении. И уже пятый день мы находимся здесь. У нас голодовка, объявили в понедельник голодовку с требованием о немедленной отставке премьер-министра. Здесь в течение этих 5 дней мы начали вдвоем, но разные граждане начали пикет голодовки, с требованием голодовки, и разные люди. Там мать погибшего солдата, гражданин, бывший член Конституционного собрания, бывший депутат парламента Армении. И многие подходят, говорят, что хотят участвовать в голодовке, просим, чтобы можно другими путями бороться. Мы продолжим голодовку. И как вы подумали, что будет дальше? Дальше мы уверены, что премьер-министр уйдет в отставку, потому что руководитель страны, который подписал договор о капитуляции, и после этого должны пройти еще переговоры по статусу Нагорного Карабаха, по корректировке этого договора, не может продолжать руководитель, который подписал капитуляционный документ. Просто он морально и политически не может продолжить все это. И плюс к этому руководитель страны, который подписал капитуляционный договор и который потерял войну, не может продолжать руководить страной. Все-таки он потерял, я часто говорю, украл у нас, у армян, результаты 30-летней борьбы. Это Арцах, это независимость Арцаха, это огромная страна Арцаха, плюс гордость, потому что в течение 30 лет Армения, Арцах, армяне гордились, что они сильная страна, сильный народ, победили в войне, цветет Арцах, мир в Арцахе, там растут поколения,
несколько месяцев тому назад, если кто-нибудь был в Арцахе, он не мог даже представить, что несколько лет тому назад там была война. Он все это потерял. Он украл у нашего народа своей политикой в течение 2,5 года. Дипломатической политики, внутренней политики, военно-политической политики. Во всех сферах он потерял. В течение 2,5 года, когда он пришел к власти, он пришел с очень красивыми лозунгами. И народ поддержал его. Он был очень легитимным руководителем, хотя многие тогда еще сомневались. Многие еще сомневались по разным аспектам. Популизм в политике – это уже международный тренд. Но популизмом невозможно руководить страной. Плюс к этому у него был другой популизм. Он общество и Армению разделил на две части – белые и черные. Он каждый день выступал против коррупции, и против коррупции выступая, он никак не боролся против коррупции. Просто у него были политические противники, и он с силой закона, законно и незаконно, боролся против них. И поэтому страна разделилась на две части. Плюс к этому те шаги, которые он делал внешнеполитическим вопросам, это и отношения с Россией, отношения с Евросоюзом, с Ираном, с Соединенными Штатами. Своими шагами он не был доверенным партнером ни для какой-нибудь стороны. И поэтому он потерял и внешней политики. Поэтому все эти аспекты привели к войне. И плюс к этому агрессивная политика Азербайджана, очень агрессивная политика. Плюс к этому он начал свои отношения с Азербайджаном, так сказать, с мирными лозунгами. Вот Алиев добрый, Алиев интеллигентный, мы можем с Алиевым договориться, но все-таки он, как руководитель, он не замечал те шаги Азербайджана и Алиева. И вот поэтому... Вот эти лозунги, те, которые выступают, те, которые критикуют, те, которые критикуют правительство, сейчас есть несколько проблем. Դիետայի համար էին նստում բանի հացապետը։ Несколько есть трендов. Несколько есть трендов. Те, которые критикуют правительство, премьер-министра. Это лозунги правительства. А ты участвовал в войне? А ты что делал для страны? Это, так сказать, официальные лозунги, которые часто использует правительство. Фейк-страницы, фейк-ньюзы, огромная фейк-фабрика, которую все знают в Армении, которая финансируется со стороны правительства уже в течение 2,5 лет. И, к сожалению, за последние 50 дней войны мы потеряли все, можно сказать все. Те часть Арцаха, Нагорно-Карабахской республики, новый руководитель может вести переговоры, может другую политику использовать, чтобы все-таки выстоял Арцах. Потому что сейчас, вы сами знаете, очень критическая ситуация там. Можно вопрос? Это женщина. Она говорит, а ты участвовал в войне, ты смотрел в глаза врага. Знаете, я мог бы ей ответить, да, мой сын был добровольцем с первого дня до последнего дня, мой офицер, высокопоставленный офицер Карабахской армии, но все-таки
это другой вопрос. Я не люблю про это В говорить. принципе, как я понимаю, вы сделали, не кушали все это, потому что против... Она не поддерживает Никола Пашиняна. Она не поддерживает, она тоже критикует. Но тоже говорит, критикует? да, там лозунг, а ты участвовал в войне или нет? И как обстоятельно, я понимаю, вы, в принципе, против Пашиняна сейчас. Как вы чувствуете местные люди Еревана? Например, многие подходят, поддерживают, один уговаривает, давай заканчивай голодовку, потому что для него жизнь гражданина ни гроша не стоит, потому что он потерял столько солдат. Но в основном население поддерживает, потому что для каждого армянина, для каждого гражданина это потеря жизни, потому что 30 лет все стояли, все жили, все работали ради Арцаха, ради будущего страны. Вот тут только что женщина, которая плакала, говорит, я все делаю для моего сына, а я потерял будущее моего сына, как каждый гражданин, как я. Например, как я. Мои дети выросли этими идеалами. Они каждый год ехали в Арцах. Сейчас они понимают, что Дадый Банк или Шушинский Разанчетот они не увидят. Можно представиться себя? Представить? Да, пожалуйста. Представиться. Я? Да. Герман Манукян меня зовут, гражданин Армении, по специальности журналист, востоковед и член партии Дашнакча. Спасибо. Если вы могу сказать, США или Европа один фактор, или что вы хочу сказать они за эту войну, что вы могу сказать они? Не понял. Если вы могу сказать США или Европа, что не будет за эту войну, что вы хочу говорить они? Что бы вы хотели сказать другим странам? Очень трудный вопрос, потому что то влияние, которое могли иметь Европа, Западная Европа, Франция или США, они могли все эти инструменты использовать в течение долгих лет, потому что долгие годы проблема не решалась. Но все-таки в течение последних 20 лет все-таки проходили переговоры. Были разные форматы, были разные проекты решения вопроса. И в течение этих 20 лет не было войны. И были переговоры, был мир. И я уверен, что могли продолжаться переговоры. И, не знаю, через год, 2-3 года могли бы найти решение вопроса. Во-первых, Запад не удержал агрессивную политику Турции. Да, официально там во время разных форумов, на официальных мероприятиях они критиковали Турцию. Но все-таки вмешательство Турции в этой войне было очень активно. Они участвовали во всех сферах. И на земле своими контингентами, на земле с наемниками, сирийскими наемниками и в политических сферах. То есть уже несколько месяцев все говорили, Турция переводит из Сирии крупными группами наемников в Азербайджан. Иногда критиковали все это, но активные действия насчет этого не были. Все говорили, что Турция переводит вооружение в Азербайджан. У них были несколько совместных военных мероприятий. Как НАТО, который мог бы воздействовать на члена НАТО Турцию, они не делали. Сейчас уже после всего этого, когда уже Россия вмешалась, был договор между только
России, Азербайджана и Армении. Сейчас только начали они более активно участвовать. Но все-таки надо иметь в виду, миротворцы останутся, и сейчас миротворцы очень важны в Карабахе, потому что миротворцы, российские миротворцы, единственная удерживающая сила в Карабахе против Азербайджана, против агрессивной политики Азербайджана, но все-таки политическое решение Нагорного Карабаха, статуса Нагорного Карабаха, думаю, что может пройти всех старых форматов, то есть Минская группа, где сопредседатели США, Франция и Россия. То есть идет локальная война, локальный процесс с глобальными разными векторами. То есть все заинтересованы здесь каким-то способом участвовать во всем этом. So it seems there is a line cut in the sand between the opinions of some of the civilians here in Armenia. Some seem very much against the decisions of the Prime Minister and the agreement to give away most of Artsakh, but others seem to support the words of and the actions of the Prime Minister. So it's hard to say who's supporting who right now, but we're going to continue on and bring you all we can on this developing situation. So please like this video, subscribe if you're new, share this video across all social media, and support my independent journalism. You can click here on the screen to do that. And as always, I pledge to bring you the facts as I see them, and no one tells me what to edit and what facts to show you. I show you the real facts.